Ой, вот только не говорите, что вы до сих пор работаете в Google таблице руками. Прям открываете эту таблицу, начинаете в ней настраивать какие-то столбцы, там что-то перекрашивать, брать какие-то страницы других сайтов, оттуда брать какую-то информацию, добавлять к себе в Google таблицу, а потом на основе этой Google таблицы делать, например, договоры, шаблоны, счета, акты, там, не знаю, что у вас еще там из документов, какие-то заявки, заполняете фамилию, имя, отчество, вот это все переносите, копируя мышкой, через копировать и вставить. Бросайте это дело, так уже можно не делать. Или вот еще, например, вам нужно сделать анкету для кандидата, которого вы хотите нанять, и вы не будете же создавать эту анкету вручную, где вам нужно взять, заполнить там его фамилию, имя, отчество, персональный его опыт, профессиональный, точнее, его опыт, владение языком, его мотивация, что его мотивирует и так далее. Вы же не будете это делать, вы же сделаете формочку, которая уже будет заполнена за 15 минут вместо того, точнее, 5 минут вместо того, чтобы заполнять ее там полдня. Или, например, вот вам нужно сделать слайды. Вы же не будете их вручную создавать. Вы, скорее всего, сделаете так, чтобы эти слайды создались сами. То есть у вас есть набор каких-то слайдов, вы берете и создаете их в едином фирменном стиле, например. Это уже давным-давно могут делать нейросети, и в этом видео я покажу, как вам стать супер, вообще просто киберчеловеком, который владеет Google слайдами, Google таблицами, Google документами, Google формами на просто запредельном уровне, потому что не нужно вручную это все собирать. Это может делать нейросеть вместо вас. Но не банальным способом, когда вы вошли в нейросеть и сказали «создай мне такую-то таблицу», а чуть-чуть по-другому. Есть такой термин, который называется вайб-кодинг. Это когда вы открываете нейросеть и просите ее написать код. Да, программный код. И при этом вы не шарите в программировании. И многие думают, что вайб-кодинг – это значит создавать себе приложения, какие-то плагины, которые будут потом публиковаться в App Store, и этим будут пользоваться другие люди. Нет, вы можете делать такие скрипты, которые будут упрощать каждодневно вашу работу, которую вы делаете за компьютером, на которую раньше вы тратили несколько часов, вы будете тратить на это несколько минут. И не надо это никому продавать или как-то продвигать. Вы просто становитесь суперэффективным человеком, который съел как будто бы таблетку НЗТ из фильма «Области тьмы». Что нужно для того, чтобы ваши Google документы или Google слайды или что-то еще Google начало работать совершенно иначе? На примере презентации давайте разберем. Вот у нас есть презентация. Я хочу, чтобы в ней было там 20-30 слайдов для того, чтобы объяснить какую-то задачу своему заказчику или презентовать какую-то работу. Здесь есть специальное меню, которое называется «Расширение», и в нем есть AppScript. И открывается такое окошко, в котором я могу написать код на языке JavaScript, слегка видоизмененном. Но что делать, если я не программист? Я не знаю, как писать эти цифры, коды, буквы вот эти ваши. Легко, я могу попросить нейросеть. Я буду все показывать на примере нейросети Claude. У меня по ней есть отдельное видео, посмотрите его, если еще не видели. Но вообще подходит любая нейросеть, DeepSeek, ChatGPT, Google Gemini, вообще любая. На них, кстати, тоже у меня есть обзоры на канале, зайдите, посмотрите. Так вот, что мы делаем? Мы говорим нейросети, что нам нужно написать скрипт. Напиши скрипт на языке Google AppScript для моих презентаций. Я хочу, чтобы этот скрипт создавал несколько слайдов по теме «Как продвигать Telegram-каналы» с помощью бесплатных методов. Должно быть 10 или 15 слайдов. Они все должны быть оформлены в едином стиле. Скрипт должен работать так, чтобы он редактировал текущую презентацию, а не создавал новый файл. Вот когда я дал такое техническое задание, нейросеть напишет мне код, который я потом скопирую и вставлю туда в Google презентации или в Google таблицы, неважно. Здесь важно учесть, что изучи, пожалуйста, актуальную документацию и проверь все необходимые методы, чтобы скрипт работал и запускался без ошибок. Это просто подстраховка для того, чтобы у нас не было в процессе никаких ошибок. Ты напишешь код, я скопирую его и вставлю в Google AppScript. Все. И дальше он идет шуршать. Во-первых, он загуглит, какие сейчас есть актуальные методы, как правильно писать этот код. Он сделает несколько Google запросов, посмотрит актуальную документацию и потом напишет нам итоговый скрипт.
После того, как этот скрипт написан, он дает нам инструкцию, как его использовать. То есть откройте Google презентацию, зайдите в расширение Google App Script и удалите весь код в редакторе, нажмите «Сохранить», выберите функцию такую-то и «Выполнить». То есть здесь вся есть подробная инструкция. Что нам нужно сделать? Нам нужно скопировать этот код. То есть, когда мы его открываем, он большой получился. Здесь хранится вся информация о всех слайдах. И более того, я могу скормить ему какой-то конкретный текст и сказать, разложи это на слайды. Я могу прислать ему готовые тексты слайдов, если у меня есть черновик. Я могу прислать это, и он сделает это. И теперь я возвращаюсь обратно в свою презентацию. Я напомню, что я зашел через расширение Google App Script. У меня открывается вот такое окошко, куда я могу вставить этот код, который мне дала нейросеть. Я нажимаю Command-V, вставляю. Мне нужно нажать на кнопку «Сохранить». После этого я могу нажать на кнопку «Выполнить». Иногда скрипт просит проверить разрешение, потому что вы собираетесь там что-то редактировать у себя на Google диске, а это вообще-то не проверяли эксперты компании Google, но вы только что сделали этот скрипт самостоятельно, так скажем. Нажимаем «Дополнительные настройки», перейти на страницу проекта, и нужно выдать разрешение на то, что этот скрипт теперь может создавать, просматривать, изменять и удалять ваши презентации. Нажимаем «Просмотр», «Продолжить» и ждем. В процессе у нас могут выясняться какие-то ошибки. То есть могут появляться ошибки. И все, что вы делаете, вы просто выделяете эту ошибку, идете в нейросеть и говорите, у меня вышла такая-то ошибка. Или делаете скриншот, если вдруг у вас что-то, что вы не можете скопировать, вы делаете скриншот и отдаете это нейросети. Теперь возвращаемся в нашу презентацию и видим, что у нас здесь появилось слегка разъехавшиеся элементы декора. У нас тут почему-то декор добавился, но ничего страшного. Суть в том, что у нас тут получилась презентация, то есть весь контент перенесся в презу. Можно попросить не добавлять никаких элементов декоративных. Можно наоборот попросить его делать картинки какие-то. Он будет подбирать библиотеки для того, чтобы сделались картинки и так далее. И все то же самое мы делаем для анкет. То есть, когда вы хотите отредактировать какую-то анкету или Google форму, вы можете вызвать вот это меню и в нем зайти в App Script. И там вы увидите точно такой же скрипт, который сделала нейросеть, а не я написал. И ее можно запустить с помощью команды «Выполнить». Самое главное, чтобы нейросеть писала такой код, который будет редактировать именно вашу презентацию, а не будет создавать, например, новый файл. Так гораздо удобнее. И то же самое вы можете делать для своих Google таблиц, чтобы создавать, вот, например, такие планеры. То есть вот этот планер, он сделан с помощью нейросети. Здесь там есть подсчет. И здесь рабочие все формулы, то есть, например, поспать, там поесть, написать код, выгулить собаку. Задачи зачеркиваются, невыполненные задачи не зачеркиваются, проценты считаются, то здесь есть рабочие формулы. Возможно, нужно будет несколько раз скорректировать нейросеть, чтобы она сделала то, что вам нужно. Вот этот процесс, он и называется вайп-кодинг, то есть вы решаете вполне себе реальную рабочую задачу. Вы пишете скрипт для своих рабочих Google таблиц, например, или для презентации, неважно. И это не похоже на разработку какого-то приложения. Вы просто упрощаете себе задачу. И таких задач может быть много. Может быть, вы заполняете каждый раз Google документы на основе каких-то Google таблиц. Это можно делать через скрипт. Может быть, вы делаете одни и те же отчеты и тратите на это несколько часов. Это можно делать через скрипты. Например, можно брать данные из рекламного кабинета и размещать их в таблице и паковать в готовый отчет, а вообще потом сделать PDF-ку и отправить на почту боссу. И все это будет делаться по одному клику. Это и называется вайп-кодинг. И сейчас я набираю людей в группу, где мы будем заниматься вайп-кодингом и будем решать вот такие вот свои задачи. Вы сможете посмотреть уроки, выполнить задания, разобраться наконец-то, как работает вайп-кодинг в простых вот таких задачах, и даже можете потом создавать свои собственные сайты, приложения, телеграм-ботов и так далее, для того, чтобы решать эти задачи. Вся информация будет в описании, обязательно посмотрите, прочекайте ее и записывайтесь, потому что вайп-кодинг – это навык будущего. Человек, который вот так работает с документами, нейросетями, таблицами и презентациями, обскочит довольно быстро коллег, которые все еще делают это руками. С вами был Лысый из браузера, меня зовут Артем Исламов. Увидимся в следующих видео. С вас лайк, подписка и комментарий.